Какой же тут запах. Вы просто не представляете, как это пахнет. Вот то, что мы только что купили. Видите, на такой резиночке. Тут все шевелится, ползает. Еда разбегается. Какой огромный лобстер. У меня аж слюни потекли, я еще захотела. Всем привет! Сегодня мы вам покажем невероятный рынок Наклоа. Это чисто рыбный тайский рынок. Он дневной, то есть работает до 6 часов вечера. И важный момент, что приходить сюда лучше где-то после полудня. Почему? Это маленький такой секрет, что с самого утра здесь распродают еще вчерашнюю рыбу, то есть не самую свежую, а после полудня здесь продают именно свежую, которую выловили именно сегодня, рыбку. И плюс еще рядом с этим прилавками есть несколько кафе, где вы можете уже то, что купили, попросить, чтобы вам приготовили. Я уже могу сразу сказать, что вот запах рыбы чувствуется еще на подъезде сюда. Мы парковались где-то вот метров 50, и уже оттуда был запах рыбы. Ну вот можно увидеть, что тут продается. Видите, прям живые осьминоги. Это у нас такой вот вид устриц, 160 бат килограмм. Тут можно заметить свежевыловленных крабов, причем они, еще живые. Видите, у них клешни связаны. А вот уже устрицы, бери и кушай. 65 бат это одна штука, а 600 бат 10 штук. Очень даже выгодно. Тут можно заметить улиток. Можно видеть кальмара, такой огроменный, видите, цены это все в батах. Видите, мы даже не знаем, что это такое, сейчас будем узнавать у тайки, как это называется. Насколько мы поняли, это краб, один из видов краба. Идем дальше, видно, тут такая обстановка, вот я обожаю такие вот рынки, которые чисто тайские. Вот нету никакого вот этого, знаете, комфорта, лоска, где уже вот на всяких более современных рынках, которые предназначены для иностранцев, когда идешь, и там все довольно так аккуратно, цивильно. Тут вот идешь, немного в воде, запах. Можно, вот видите, тут сразу же купить по цене, которая вам надо. Вы проходите чуть-чуть дальше, и тут вам уже это все готовят. Вы сидите и это все кушаете. Лучше сюда в шлепках не приходить, потому что если прошел дождь, то у вас все ноги будут мокрые. Маша, конечно же, сделала все наоборот. Смотрите, какая гигантская креветка, просто вот с мою руку, наверное. 1200 бат. Я бы хотел по-тайски такой креветкой поесть, это было бы очень вкусно. Вот можно увидеть орудие труда, да, то есть тут вот разбивают раковины и сразу же их сортируют. Ох, ничего себе. Я думал, мы уже практически весь рынок прошли, а тут ни конца, ни края. И посмотрите, сколько тут людей. Как час пик в метро. Кто-нибудь пробовал эти ракушки, как они на вкус? Видите, их тут прям поливают. То есть они, скорее всего, даже живые. Вот видно, одна раскрылась. Можно увидеть стоимость мидии. 70 бат за килограмм. 3 килограмма 200 бат. Что мне нравится у тайцев, есть вот такие вот штуки, видите. Сканируешь QR-код и оплачиваешь там с помощью Line или TruePay, еще что-то есть. Очень удобно. А это мечехвосты. Видите, такой хвост в виде меча. Мечехвосты – это древнейшие морские животные. Современные мечехвосты мало отличаются от тех животных, чьи отпечатки обнаруживают в отложении юрского и триасского периода. Фактически такие животные существуют уже 350-400 миллионов лет.
Смотрите, тут же сразу можно купить соус на любой вкус и цвет, какой вы только хотите. Это вот такие специализированные рыбные соусы, где намешана уже куча разных ингредиентов на любой вкус и цвет. Видите, как их много, просто невероятно много. И вот девушка смеется. А это морские гребешки. Вот так вот они выглядят. Чтобы передать обстановку рынка, я вот просто одним кадром сниму, как мы будем идти где-то минуту. И вот можно посмотреть, видите, тут есть живая рыба, которая хочет вылезти. Можно купить такой салатик с гребешками, с кальмарами. Нужно параллельно пропускать людей, которые идут. Видите, у них полные руки покупок. Тут надо закупаться просто на неделю, на месяц вперед. Еще мечехвосты. Просто глаза разбегаются, насколько много тут всего можно приобрести. Вот я стоял, ждал, чтобы пройти. Вот идем дальше. Еще соусы и приправы. Цены здесь, конечно, невероятно крутые, потому что если, например, взять морские гребешки, стоимость всего лишь 200 бат за килограмм. Чтобы вы понимали, в питерском ресторане стоимость блюда там где-то 300-400 грамм с этими гребешками будет стоить около 1000 рублей и больше. Также здесь можно, конечно же, купить зелень. Очень много всяких разных сортов. Видите, капуста, петрушка, лук, цветная капуста. Все что угодно вообще. Потому что тайцы очень любят в своих блюдах использовать зелень. Вот сейчас оказались сбоку этого рынка, и можно видеть, что тут просто не прекращается движение, то есть люди сюда приезжают, уезжают. Этот рынок, потому что невероятно популярный, и у нас в комментариях подписчики просили посетить именно этот рынок. Какой же тут запах, вы просто не представляете, как это пахнет. Впервые вижу такое. А вот здесь... Высь? Запах просто невероятный, видите, 40-50 бат. Рыбные котлеты во фритюре. Смотрите, как мы пользуемся переводчиком. Мы узнаем, что это, и мы сейчас будем пробовать, потому что мы ни разу это не пробовали. И мы хотим всегда на рынке что-то сами попробовать новое, и вам рассказать, и сами попробовать, потому что Таиланд это все-таки про еду. Мы заказали одну с соусом, одну без соуса. Если с соусом, то в подарок идет вот такой вот соус. Я буду без острова. Попробуем одну штучку. Тут прямо видно, что она с красным перцем. Вот, причем мне дали еще перец. Пробуем. На самом деле достаточно остро. Если добавить еще этот острый соус, то я не представляю, как это можно есть. Но вот этот вот тайский вкус, он очень крутой, когда тебе одновременно вкусно, одновременно острое, и ты все равно это ешь, потому что это прям очень вкусно. Видно, что очень масла много, как бы гастритникам, конечно, это не очень хорошо, вот, но все равно это очень вкусно. Ну и вот я вам покажу, как готовят. То есть вот это, можно сказать, кухня. То есть готовят в специальных таких чанах. Все, что необходимо для готовки, у них находится здесь. Миллион вкусов. Такое ощущение, это блинчик, где я не могу понять, что там. Там просто миллион вкусов, не знаю, какая-то рыба, краб, какая-то что ли картошка, какое-то вот содержание там. Я впервые такое ем, я не понимаю, что это. Это естся, не знаете, как какой-то там вареник и внутри что-то, а это по вкусу как что-то единое. Перец там, конечно же, все равно есть, но вкус невероятный. Там и соленый, и сладкое, перчинка. Ты ешь это как что-то такое рыбное, в то же самое время это что-то не рыбное. Как будто это состоит из теста, но то же самое это не из теста. Ну, я вам советую попробовать, это прям довольно вкусно. Не хватает чуть-чуть риса, я бы, наверное, уже, в принципе, наелся. Я тоже попробовала у Паши, и, как по мне, это похоже на такую либо рыбную яичницу с мукой, либо на такой рыбный блинчик, но не сладкий, естественно. Я только что попробовал Машину. Она сказала, что не очень-то и острый. Меня прям сразу прошибает как пот. И ты когда ешь, тебе остро. Ты завершаешь жевать, и у тебя вторая волна, которая еще более острая. Странно, что нам не дали немного капусты, потому что капуста очень хорошо заглушает острое, и обычно кладут. Нам не дали. Мы идем дальше. Тут также можно купить различные овощи. И смотрите, бананы большие, в основном в всяких магазинах они маленькие. Вот эта вот вся связка, но она, наверное, килограмма 3 или 4, она прям огроменная. Получается 100 бат. Ну, это вот сушеные морепродукты, которые очень любят тайцы. Посмотрите, какие огроменные чипсы просто. Это надо покупать для тех, кто говорит, что я только одну пачечку съем. Ну и видно, что сейчас где-то 4:30, и уже потихоньку начинают собираться, потому что это дневной рынок, и сюда нужно приходить днем. Тут можно увидеть ингредиенты для подношения в храмах. Видите, специальные такие комплекты.
Вот мы заметили устричное масло. Скорее всего, Маша добавляет. Потому что здесь ничего не подписано и абсолютно непонятно, что есть что. И если мы спрашиваем у тайцев, то они нам говорят исключительно на тайском. И даже если мы просим их сказать именно в Google переводчик, то они как-то стесняются. Сушеных морепродуктов тут просто нереальное количество. Смотрите, сушеная рыбка, ее можно также тут попробовать. Существуют такие, это, так понимаю, кальмарчик. Можно его попробовать. Он прям сладкий, очень-очень вкусно. Вот это чуть с перчинкой. Вот это прям очень вкусный. Вот эти 3 с перчиком, а вот эти без перчика, а вот это прям сладкое. Непривычно. Ощущение прям не как у нас, знаете, прям надо разжевывать, а тут оно тает во рту. Я купил, цена была 150, мне скинули до 130, но я попросил 120. Ну и, конечно, какой рыбный рынок без котов, которые съели сегодняшний улов. О, смотрите, даже маленький котенок там. Вон с ними играются тут. А вот смотри, еще маленький. Можно найти такую засушенную рыбку. Ее тут прям очень много. Наверное, вот ни на одном рынке я не видел столько сушеной рыбы. Ну и, конечно же, живой. Это маринованные креветки и различные другие морепродукты. Видите, очень-очень-очень много перца. Очень много перца. И смотрите, сколько еще тут перца. В Таиланде, скорее всего, есть поговорка: перца много не бывает. Какой огромный лобстер. У него ус, наверное, с полметра или с метр. Невероятных размеров. А вон еще больше. 2800. А, вот еще больше, смотрите. 3000 бат. Огроменный. А вот чистый белок. Берешь и ешь. Вот еще какой-то редкий вид рыбы можно приобрести. И еще различные виды креветок. Тут, наверное, все креветки, какие только существуют, все тут есть. Ну и можно, видите, купить лапки краба, отдельно уже отсоединенные. Те блинчики или котлетки, которые мы ели, они сделаны как раз-таки из этого фарша. Посмотрите, сколько здесь много перца. Ну вот, можно такую рыбу увидеть, 150 бат. И крабовое мясо. Еще немного соуса и крабы. Мы идем дальше. Да, это те самые водоросли, которые нам на Пангане угощали и сказали, что они прям нереально очень вкусные и полезные. Единственный момент, их нужно есть прям вот как вы купили в этот день. На следующий день они уже портятся. Мы вот нашли вроде как это тунец. Маша говорит, что не похоже, но мы спросили на тайском, сказали, что тунец. Стоит 150 бат 1 килограмм. Смотрите, что мы еще нашли. Еще одни виды улиток. И еще виды улиток. А тут все шевелится, ползает. Еда разбегается. Да, это уже практически убежала. Если вы подумали, что улиток мало, вот вам еще. Запах тут прям вот, как будто вы открыли старую-старую пачку с сушеной рыбой. Вот примерно вот такой запах. Иногда добавляют чуть-чуть что-то острого вперемешку с какими-то там кальмарами. Еще вот что-то вроде мясного вот такого вот. Вот, можно посмотреть это в ту сторону, где-то метров 100 мы только что шли. И вот еще поворот сюда, то тоже можно увидеть, что выбор очень-очень богат. Вот еще что-то, видите, такое невероятное. Это, скорее всего, из улитки, мне так кажется. А Google переводчик показал какой-то сам каджонг. Смотрите, цены на устрицы 50-40 бат. Где вы еще найдете за такую стоимость? Мы сейчас как раз с собой возьмем. Нам сейчас их молотком разбивают и потом перетягивают какой-то резиночкой. Ну да, чтобы еда не убежала. Вот то, что мы только что купили. Видите, на такой резиночке. О. Угу. Вот 3 штучки. 3 по 50. Можно взять. Он сказал за 500. Давай возьмем, попробуем. За 500 бат одного вот такого вот. Видите, мы уже под вечер пришли, 5 часов, и нам сделали очень хорошую скидку. Стоит 600, но нам продали за 400 бат. Я попросил 350, сказали, посмеялись. Мы и так такую скидку сделали. Что вообще? Все, берем. За 70 бат взяли целый килограмм мидий. По-моему, даже больше тут.
Шиковать так шиковать. Взяли еще гребешки 1 килограмм. Это нам, наверное, не знаю, на неделю. Ой, столько сыпет много. Имейте в виду, что это уже не рынок, который в той части Паттайи, где практически все говорят на русском. Тут даже на английском многие не говорят, и приходится уточнять все на калькуляторе, потому что говорят по-тайски, мы ничего не понимаем, и на калькуляторе нам показывают стоимость. Все, мы закупились, сейчас идем искать, где здесь готовят, чтобы у нас ничего не испортилось и не убежало. Вот мы пришли в так называемый ресторанчик, где уже будут готовить. Тут можно посмотреть меню. Вот нам показывают, что сколько стоит, но мы ничего не понимаем. Видите, тут уже на русском языке ничего нету. Лобстера мы заказали на гриле с сыром. Видите, тут уже на английском не очень хорошо говорят, поэтому мы все пишем, вот так вот договариваемся. То есть тут вы выбираете, как именно вы хотите, чтобы вам приготовили то, что вы сюда принесли. Ну и вот еще при входе тоже есть кафешка, где готовят. Сейчас я вам просто покажу, что буквально тут в 100 метрах находится порт, к которому причаливают все кораблики, которые за ночь приходят с уловом, и потом тут все в дальнейшем и продается. Сейчас я вам еще покажу отсюда, какую тут красоту видно. Вот я дошел до того самого порта, где причаливают корабли и привозят улов. Что тут самое удивительное и красивое, это вот вид на храм истины. Сейчас я покажу его, будет видно? Нет, вот его видно. Мы вам его обязательно покажем, но чуть-чуть попозже. Ну, отсюда просто невероятно. Смотрите, сейчас прям будет закат и красота такая. Тут рядом такое небольшое сооружение в тайско-китайском стиле. Маша только что сообщила, что ей уже принесли устрицы, поэтому я бегу быстрее обратно. К сожалению, лайма не дали, но Маша и так съест. Сейчас расскажет, как на вкус. Все-таки покупать морепродукты и, в частности, устрицы на рыбном рынке, это очень здорово. Вот я прямо сейчас съела, она просто наисвежайшая, такая просто вкусная. У меня аж слюни потекли, я еще захотела. Но я себе заказала 2 еще на гриле, и как раз-таки хочу, чтобы Паша попробовал, и мы вам расскажем, как это вкусно. Нам принесли уже устрицы на гриле, сейчас будем пробовать. Не совсем тот вкус, который я ожидала, потому что ее все-таки сделали по-другому. Я на рыбном рынке на Пхукете пробовала устрицы, где они не как тут полностью, то есть вот эту вот штучку положили на гриль, да, и получается она внутри как будто вареная немножко. А они именно саму устрицу положили на гриль, то есть ее сняли, и она прям была просто нереально вкусная. Но это тоже очень-очень вкусно. Можно попробовать и так, и так. Я вам рекомендую. Это такое новое видение устрицы. Паша меня спросил, что вкуснее. Я, если честно, не могу ответить на этот вопрос, потому что вкусно и то, и другое. Мне очень понравилось. Там были еще кусочки чеснока, лука, морковки, еще чего-то. Но, если честно, наверное, все-таки вкуснее, когда я пробовал сырую, но я добавлял туда сок лайма. Это было на Пхукете как раз таки, и стоимость была, по-моему, такая же. Ну, в целом тоже неплохо. А вот, обратите внимание, сейчас без 26, и уже все прилавки очень тщательно моют, убирают. То есть тут ничего не хранится прям на прилавке. Тут существуют такие специальные морозильники, в которые вот только что таец подходил, ключик открыл, и там просто нереальный холод. Сейчас вам покажу, как происходит магия. Это вот готовятся именно наши гребешки на гриле. О, посмотрите, это наш лобстер с сыром. Просто невероятно. Запах просто нереальный. Я вот люблю очень готовить, там шашлыки, сам люблю на даче это делать. И когда вот вижу морепродукты, которые готовят, это, конечно, что-то с чем-то. Уже аппетит прям разыгрался нереально. Маша довольная сидит, сейчас будем пробовать. Все, подали красоту. Нам дополнительно еще какую-то штуку тут приделали. Маша испугалась. Будем надеяться, что это съедобно. Принесли и гребешки. Сейчас будем тестировать. И еще мидии принесли. Я даже забыл, что мы мидии покупали. Сегодня царский такой у нас обед. Приготовили очень хорошо, очень так тщательно. Но в целом я лобстеров прям не сильно большой фанат, потому что по вкусу это как хорошо приготовленная креветка, такая сочная креветка. По стоимости получается, что намного дороже, поэтому я, честно говоря, лучше побольше куплю хороших больших креветок, и их больше съем, чем вот лобстер, где там большая часть его практически бессмысленна. Мы вот внутренность съели и все. Приготовили вкусно, все в целом очень вкусно, но мало.
Хочется побольше, но у нас зато вот есть гребешки и мидии. Я сегодня впервые попробовала лобстера, как-то у нас с ним отношения не очень складывались до этого. Все никак было не попробовать. И, если честно, я поняла сейчас, что особо ничего не потеряла, потому что это, наверное, как такая большая креветка, но там с сочетанием такой небольшой привкусом рыбы. Вот. А вот гребешки, да, они просто нереально вкусные. Причем, что удивительно, килограмм гребешков стоит всего лишь 200 бат, и приготовить их стоит 100 бат. То есть всего блюдо стоит 300 бат. А лобстер стоил со скидкой у нас 400 бат, и его приготовление с сыром тоже было 100 бат. Вот, и как бы разница во вкусе, конечно, невероятная, потому что все-таки я бы лучше 2 килограмма гребешков купила, нежели чем лобстера. Прям нереально вкусно, это гребешки, да. В Питере пробовал давно, наверное, в году в 18-м, и уже вкус забыл. Что здорово, тут приготовили со специями, с маслом, и еще добавили какой-то зелень, и по вкусу это просто вообще нереально. Сладко, есть рыбный привкус, да, фонтан вкуса прям сразу во рту. В Питере, конечно, 3 штучки, по-моему, мы покупали за 1000 рублей. Сами понимаете, какая разница большая. Ну вот очередь дошла и до мидии, конечно же, я уже попробовал. Там в каком-то таком масле и соусе, плюс они еще добавили кинзы. И получается такой вкус, что смесь пряностей, какой-то кинзы, масла, конечно же, подсолили, и плюс это все на гриле. И вкус получается просто нереально вкусный. Если вы будете когда-нибудь на этом рынке, моя рекомендация это вот взять вот такие вот гребешки, взять мидии, то есть 70 бат, да, килограмм, ну их тут много, не знаю, штук 20, плюс гребешки, сколько, килограмм 200 бат, да. То есть получается 270 бат, ну и заготовку вы отдадите там сколько, бат 150, наверное. И у вас просто супер богатый будет стол, вы вдвоем наедитесь, порадуйте себя такими вкусными морепродуктами. В России, соответственно, цена вот этого всего, что вы съедите, будет, наверное, умножить на 10. Да, я подтвержу слова Паши, что очень вкусные мидии. Самое главное, что они в таком масле прям очень-очень вкусном. Оно какое-то такое соленое, чуть-чуть сладковатое. Прям очень-очень сочно все. И чувствуется, что эти морепродукты максимально свежие. И прям такое наслаждение испытываешь, когда это все ешь. От себя немного добавлю, что Паша такой достаточно спокойный к еде человек. У него нету такого, что еда, вот эта вкусность. И вот сегодня это он прям уплетал за обе щеки. И это большой показатель того, что это просто было безумно вкусно. Поэтому мы вам обязательно рекомендуем посетить этот рынок и насладиться вкуснейшей и свежайшей едой. Еще хотим добавить, что не стоит посещать это место на голодный желудок, потому что вы пришли сюда дико голодные, и у меня я просто как сумасшедшая начала набирать то, другое, третье, и мне все надо. И я уже только потом поняла, что я слишком много всего набрала, то есть килограмм мидий, килограмм этих гребешков, и мы прям объелись. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!